Привет! Сегодня на обзоре у нас кнопочный телефон, обновленная версия от бренда Ulefone. Это хорошего качества кнопочный противоударный влагозащитный телефон, у которого две сим-карты, громкий динамик, есть очень яркий фонарик, хороший большой дисплей, полная защита, в комплекте есть дополнительно нужные аксессуары и есть камера, даже с задней вспышкой. Камера довольно тоже неплохо снимает для такого кнопочного телефона, и мы сейчас его рассмотрим и протестируем. Начинаем. Цена этого телефона в официальном магазине $40 без 1 цента. Я покупал с гарантией и уже много положительных отзывов. Ребята, телефон получил месяц, качество отличное, воду держит. И так, это обыкновенная двухсимочная говорилка. Связь ловит там, где смарты уже давно потухли. Это правда. Помимо всего прочего, у него очень мощная батарея, 2100 мАh. И мы будем тестировать. Я позже добавлю в описании, потому что на данном этапе он уже около недели проходит разряд и никак не разрядится. У него сейчас еще 2 деления. Жду, ребята. Хотя я им стараюсь очень активно пользоваться по мобильной связи. Внешний смартфон очень огромный по сравнению с другими кнопочными телефонами подобного варианта. Ну и это не удивительно, ведь он противоударный. Он полностью направлен на то, чтобы, во-первых, удобно держать в руках. Во-вторых, что бы ни случилось, сохранить внутреннюю электронику от попадания влаги, пыли, ну и, конечно, от ударов. Внизу находится своего рода как держатель, ручка, как на кейсе. Так он удобно может фиксироваться у вас на груди, на шее, и вы сможете его носить и не переживать, что можно его упустить. Во-вторых, при падении эта часть может сыграть очень важную роль. У него всего один вход. Это вход под наушники и USB. Это очень хорошо, что сделали его спаренным, потому что одну заглушку на 2 разъема, кажется, хороший вариант. Нужно следить, чтобы она была всегда закрыта. Она плотно прячется внутрь, если вровень с корпусом одеть. И она выполнена из резины. Заглушка закрывает все разъемы. В воде он еще не был. То, что там блестит, это кусочки пластика, так сказать, отблески от света. Вход обычный, заряжается любым микро-USB. И очень хорошо в течение 4 или 5 часов происходит зарядка. Чтобы гарантированно в него не попала вода, необходимо закрыть эту заглушку. Прежде чем закрыть, покажу, что она очень хорошо здесь держится. Под разъем наушников полностью все соответствует, входит без всяких трудностей. Закрываем. И теперь проходим вот так вот. Все. Видите, полностью закрыто. Здесь щель должна быть, чтобы поддевать и открыть. И теперь он полностью защищен от воды. Но также очень важно хорошо зажать крышку, которая закрывает аккумулятор, сим-карты и карту памяти. Сейчас мы ее открутим. Открывается она специальным ключом, который идет в комплекте. Но я буду использовать шурик. Одеваем. И второй. Поддеваем крышку и открываем. У нее здесь есть специальные держатели, которые упираются в нижнюю часть корпуса. Вот наш аккумулятор. Извлекаем его. Он действительно огромный. Модель 3275 на 2100 мАh. И дополнительная информация, которая, возможно, вам нужна, здесь изображена. Изначально из комплекта он, как только достали, заклеены были контакты. И что немаловажно, обратите внимание, вот в комплекте идет 3 инструкции. Гарантийный талон, инструкция и инструкция к зарядке. Вот отдельно. Хочу обратить внимание на отдельный пункт, о котором много в интернете ведется разных переговоров, споров, но от производителя прочитайте, что написано. 5 пункт. Перед первым использованием устройства или если устройство не использовалось в течение длительного периода времени, рекомендуется разрядить аккумулятор до появления оповещения «Подключите зарядное устройство». После чего зарядить устройство до 100%. Повторить операцию 2-3 раза, это позволит увеличить срок службы батареи. Другими словами, производитель говорит, что все-таки разогнать нужно, дать толчок. И я по-прежнему придерживаюсь этого же правила и к другим смартфонам, и явно
емкость со временем увеличивается. Емкость в миллиамперах. Далее смотрим внутреннюю часть под аккумулятором. Здесь находится два полноразмерных под большие сим-карты разъемы, что очень хорошо. Поэтому в комплекте мы получаем дополнительно два переходника. Вдруг, если как у меня микросим, то я могу вставить в переходник. Но я нашел выход с положения, не используя, просто подставил, отлично держится. Плотность очень хорошая здесь, вот эта верхняя часть прижимает отлично. Armor Mini 2 и вход под флешку. Флешка здесь не вставляется, она зажимается на вот такую вот защелку. Открыли. Приподнялась верхняя часть, достали флешку. Сейчас здесь установлено на 8, максимально поддерживает до 32. Операционной системы, конечно же, здесь нет. Защелкнули, и она держится. Но здесь есть все нужное, чтобы пользоваться телефоном. Теперь немного о крышке и прокладке в ней. Здесь есть эта прокладка по периметру. Вот здесь напоминает как пасек у магнитофонов, если вы знаете, что это. Сверху находятся несъемные, они не теряются, две гайки. В комплекте дополнительно их нет. Сделано все с умом, чтобы не потерять, и одеваем. Вот так вот. Убедились, что одето. Теперь необходимо зажать. Сначала прижимаем хорошо крышку. Это, конечно, нужно будет делать вам ключиком. Но я заради экономии использую именно такой способ. После того, как крышка плотно зажата, не должно быть никаких выступов. То есть все полноценно прижато к основному корпусу. После этого гарантия того, что вода не попадет, здесь явно есть. Каждое отверстие, здесь у нас располагается основной динамик, защищено специальной сеткой. Динамик сверху, разговорный, также защищен сеткой. Он выполнен в форме вот таких вот отверстий. И внизу точно так же под микрофон, что симметрично смотрится здесь и здесь красиво. В центре логотип Ulefone. Экран здесь огромный, 2,4 дюйма. И сверху экран защищает пластиковое стекло. Вот видите? Но это стекло защищено пленкой, а сверху на пленку еще одна пленка. Поэтому я советую не сдирать, а вот так вот аккуратно поддеть и отклеить эту наклейку. Что позволит вам в итоге, вот, наклейка снята, клей здесь мы потом уберем, и можно будет использовать две пленки в итоге. Здесь сенсора нет, поэтому нам это и не нужно. А вот заметили, что здесь не так с клавиатурой? Все верно. Вроде клавиатура классная, очень реально, на ощупь приятная, слегка выступает над корпусом, послушный большой джойстик, большие кнопки ответа звонков, но только английские буквы. Выбрать пока я не нашел возможности, потому что у производителя только с английскими буквами. Но мне, честно говоря, и нет надобности, чтобы здесь были эти английские буквы. Они есть на самой клавиатуре, если вы выбрали нужный вам язык. По поводу языка у нас здесь тоже дилемма. Инструкция у нас на двух языках, на русском и английском, очень красочная. Вот, русский язык и украинский. Но вот в меню только украинский язык. Я не знаю, почему так и как будет дальше. То есть английский, французский, там, немецкий, а вот русского нет. Выбрал украинский, для меня это не проблема. Поэтому если вы живете в других странах, не в Украине, и вам нужен только русский, пишите продавцу, спрашивайте, когда же вы сделаете русский язык. Камера установлена 0,3 мегапикселя, 0,3. И делает довольно нужные снимки под рукой. Если вообще нечем заснять, то тоже неплохо. Дальше покажу. Тут вспышка располагается, которая активируется в настройке камеры. Ну а фонарик активируется с помощью кнопки 0. Там изображен фонарик. Нажали, удерживаем. Он начинает светить. Еще несколько слов о корпусе. По бокам корпуса на шестиграннике зажата вот такая вот панель. Смотрится очень хорошо и чувствуется хорошо, что позволяет лучше удержать смартфон. Также стоит обратить внимание, что края корпуса, если присмотреться, вот здесь особенно это заметно, ну, они чуть-чуть выше, чем пленка защиты экрана, поэтому это тоже плюс. А вот сам динамик и его вот эта часть, она слегка утоплена, буквально на 0,5 мм может быть, что позволяет, если мы кладем его на поверхность, звуку лучше проникать
и слышать, что вам поступил звонок. Качество динамика вот такое, ребята. Отлично работает. Сейчас будем его тестировать. Но вначале давайте глянем комплектацию. В комплекте мы получаем обычный USB кабель micro-USB на USB, качественный, фирменный блок питания, Ulefone 5 вольт 1 ампер с USB под наши розетки. Далее шнур на шею. Здесь имеется регулятор, чтобы подтянуть, и специальный зажим на нижнюю часть телефона. Для двух сим-карт переходник и специальный ключ для того, чтобы открутить вот этот зажим. Приходит он в упаковке с хорошей полиграфией. На упаковке в нижней части указаны его преимущества, включая радио и поддержка флешки. Интересно, что здесь указано, что у него 32 мегабайта оперативной памяти и 32 встроенной. Но скажу честно, что это встроенная сводится к тому, что там осталось для сохранения всего 200 килобайт. Вот так. Поэтому карта памяти обязательно. Все фото, видео, музыку, все сохранять будете на карту памяти. Ну и какой-то процессор MT6261D. А также его сильная сторона — это влагозащита. Работает он вот в таких вот сетях GSM и Band стандарты. Ни о каком 3G здесь, конечно же, не идет речь. То есть этот телефон просто для связи. И если и можно использовать интернет, то только через специальные ручные настройки. Итак, давайте совершим первое включение и засекаем, за сколько происходит включение. Так как нет операционной системы, то все очень быстро. Надпись Ulefone. И он уже готов к работе. Поиск сети. Сеть найдена. По-моему, все 5 антенн. Второй сим-карты нет. Это у нас показано, что включен виброрежим, карта памяти, время и здесь аккумулятор. Название сети, время, день недели, середа, потому что установлен украинский язык. И теперь, чтобы разблокировать клавиатуру, нажимаем вот так. Есть подсветка клавиш, очень хорошо видно. Снимаем вибрацию, удерживаем эту кнопку, активировано загальный режим, то есть режим общий. Итак, с фонаря начнем. Запускаем фонарик, удерживая долго 0. Реально такой мощный, что в вечернее время он светит, ну, будем говорить, как будто какой-то фонарик на хорошем аккумуляторе. Очень выручает, но не так просто его выключить. Чтобы его выключить, нужно опять нажать и удерживать. И посмотрите, что происходит. Надпись «Спалах» или «Вспышка». Это для того, чтобы подать бедственный сигнал SOS. А теперь только нажав нолик, и то не с первого раза, можно выключить фонарик. Поэтому нужно поочередно нажимать. Еще фонарик можно включить, если вы зайдете в настройки и выберете пункт под названием «Разные». Этот фонарик почему-то здесь называется «Тыша», что на русский в переводе «Тишина». Выбираем. Здесь есть «Включить», «Выключить» и еще режим «Спалах». Ну, то есть вот увимкнутый и вспышка. То есть в ручном режиме тоже так можно. При нажатии на каждую кнопку слышен вот такой щелчок и звуковое оповещение. Кнопки очень отчетливо нажимаются, ложных срабатываний нет, поэтому в кармане случайно не нажмешь, ну и тем более здесь есть автоблокировка или ручная блокировка. Нажали и удерживаете, и включилась клавиатура «Заблокировано». Нажал, разблокировал, как и на обычных кнопочных. Теперь заходим в меню. Начнем по порядку. Менеджер файлов, телефонный справочник, игры, чуть ниже мультимедиа, сообщения, журнал звонков, органайзер, установки или настройки, профили, быстрые клавиши, службы и разные. В службах я думал, что нарисована земля, можно зайти в интернет, а нет, здесь есть только Live меню, то есть меню сим-карты и еще некоторые настройки вашего оператора. Зайдем в настройки разные. Здесь калькулятор, Bluetooth здесь есть. Благодаря встроенному Bluetooth можно слушать музыку через Bluetooth гарнитуру или вести разговоры через встроенный Bluetooth. В разделе профилей настраиваются настройки звука, включение вибро, а вибро здесь есть, или же полностью без звука. В настройках можно настроить режим SOS, который отдельно настраивается, и если вы его включаете, то здесь специально кнопка SOS, особенно если это экстремальные ситуации, или же вы захотели купить своим родителям и вдруг им стало плохо, то нажав на эту кнопку и удерживая,
Происходит звуковой сигнал. И сейчас будет звонить или отправлять по номеру, который вы там настроили в том меню, сообщение или звонок. И тогда вы поймете, что что-то произошло. Этот хороший режим для вот таких вот экстренных ситуаций, когда особенно пожилым или больным людям, у кого проблемы со здоровьем, можно приобрести, у кого есть какие-то хронические болезни. В разделе «Органайзер» у нас есть календарь, сигнализация, электронная книга, формат e-book и заметки. В разделе «Мультимедиа» у нас есть камера, программа для просмотра изображений, которые вы скинули, и видеокамера, видеопроигрыватель, аудиопроигрыватель, диктофон и радио FM. Запустив камеру, мы можем сделать фотоснимок. Вот с таким вот звуковым сигналом, да еще и со вспышкой. Фото вы сейчас видите на экране, а также тестовое видео. Тестируем сейчас камеру на этом простом кнопочном телефоне, как доказательство того, что он снимет, если что-то вдруг надо вам заснять, и вот такое вот качество видео будет. Давайте проверим диктофон. Запускаем диктофон, опция, новая запись. Всем привет, тестируем смартфон Armor Mini 2 от Ulicon, и расстояние примерно 50 сантиметров. Сейчас вы запись слышите именно с этого диктофона. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь подношу, как обычный, телефон к уху во время разговора и просто веду беседу. Вот такие вот тесты. Микрофон здесь просто великолепный. Радио работает без всяких проводов, но в нашей местности радиостанцию никакой не словил, поэтому наушники однозначно будут плюсом. В комплекте их нет, нужно использовать любую другую гарнитуру. Музыкальный плеер здесь отлично отрабатывает. Запускаю музыку и громкость регулирую вот этой кнопкой, звездочкой или решеткой. Промотаем долгим удержанием вправо. Переключаем треки. Сейчас мы найдем более такой ударный. Отличная громкость и динамик очень хороший. Что вы скажете, друзья, как вам динамик? И даже если вы свернете, он будет все равно играть. Все звуковые файлы нужно сбрасывать в папку под названием Music. Если вы их скинете отдельно, то музыкальный плеер их не увидит. Но вы можете их настраивать через дополнительный пункт менеджер файлов. Напомню, что здесь есть сообщения, вот так отображаются. Доставлено, цифры большие. Правда, может быть для кого-то по шрифту, размер, я имею в виду, текста не совсем большой, журнал звонков и менеджер файлов. Здесь у нас есть отдельно вот 194 килобайта памяти в телефоне, а ниже карта памяти на 8 гиг. Заходим, и здесь вот My Music, сюда нужно скинуть все треки. Я даже конвертировал сюда для этого дисплея наш обзор на видеорегистратор, и можно его посмотреть. Видите, вот видеоролик, запускаю в центр. Привет! И разворачиваю. В этом обзоре расскажу о новом видеорегистраторе от бренда 70 May, который обладает уникальными функциями, такими как одновременно двумя видеокамерами, которые в реальном времени записывают. То есть полноценно можно записать сюда много фильмов, пережатых в этот формат, и спокойно смотреть в пути через наушники. Отличный вариант для каких-то экстренных ситуаций, если вдруг ваш смартфон сел, и можно будет использовать его. Если набираем номер, то вверху на белом фоне показаны цифры, и нажимаем «Совершить звонок». Вот так совершается звонок. И если вам нужно записать, то здесь есть запись разговоров. Нажимаете «Диктофон». И запись пошла. Получение актов и счетов через программу в частном. Нажмите 1. Услуги и настройки для интернет. Информация о 4.5G. Остановили. Ну вот, собственно, и подходит к завершению наш обзор этого смартфона новинки Armor Mini 2. По моим впечатлениям, он очень легко справляется со всеми поставленными перед ним задачами, нигде не подглючивает, быстро все открывает, хорошо ловит сигнал. И, конечно же, мы провели тесты на влагозащиту. Будут вопросы, задавайте, чем могу, буду рад помочь. Ссылка, где можно купить в официальном магазине AliExpress,
есть в описании под видео. Что вы думаете об этом смартфоне, напишите. Не забудьте оценить труды лайком. Ну а если вы искали хороший смартфон, который будет обладать операционной системой и много чего умеет, то вот такой вот бюджетный от бренда Oukitel, делали мы на него обзор, есть здесь в подсказках. Смартфон, который много чего умеет, и аккумулятор у него 8000. Тяжело посадить порой. Есть обзор здесь. Спасибо всем. Пока.